Всем привет! В сегодняшнем видео изготовим часовой ремешок вот такого вот плана. Это как бы самый такой простейший вариант, на мой взгляд. То есть здесь нету ни расширений, нету многослойности. Изготавливать будем из одного слоя ременной кожи. Толщина примерно 2,8 где-то 2,8-2,6 миллиметров. Вот, кожа растительного дубления. Ширина ремешка будет 24 мм, то есть отталкиваемся от запросов заказчика и потом подбираем под него пряжку. Пряжка будет китайская, из Алиэкспресса заказал, ну как бы такое, качество усредненное. Большинство вариантов, которые нашел в Украине, это все как бы с Алиэкспресс. То есть какие-то хорошие брендовые вот именно пряжки часовые, я пока их не нашел, ну как бы и особо не задавался этим вопросом. Может, если поискать, то что-то более достойное можно найти. Вот весь набор материалов, которые нужны для изготовления. Кожа, пряжка, нить от компании Мэйси, подходящая в цвет, и клей SAR 30E. Теперь можно приступить к изготовлению.
Детали ремешка подготовил, теперь остается только установить пряжку. Пряжку для этого нужно разобрать, и в комплекте иногда идут вот такие вот штучки, как бы такой инструмент. Но я себе взял чуть более как бы посерьезнее, хотя он тоже довольно бюджетный. Вот. Снимаем эту шпилечку, разбираем, устанавливаем. Еще бывает такое, что больше там клея намазал, и у нас при беговке вот эти отверстия под шпильку, они склеиваются. Поэтому перед сборкой и перед отправкой ремешка я еще беру такой пруток и как бы расширяю эти отверстия. Допустим, если там клей, то просто он как бы разрывается. Вот. Чтобы можно потом в дальнейшем было установить шпильку. Этот пруток у меня от вот такой колодки для формовки ремешков. Я как бы еще не использую ее потенциал по максимуму, только вот пользуюсь таким пруточком. Ну, собственно, сам процесс сборки. То есть ставим шпильку. Один кончик шпильки сразу как бы устанавливаем в рамку пряжки. И потом делаем следующее движение. Все. Пряжка установлена. С этой стороны установлю тренчик. Тренчик делаю не сильно как бы плотным. То есть ремешок довольно легко сюда заходит. Вот. Ну и таким вот образом будет уже выглядеть, собственно, сам ремешок. Останется только одеть его на часы. Постоянно спрашивают, чем финиширую изделия в последних видео. Вот использую такой крем. Это жировместительный крем Дубин. Он не дает как бы какое-то защитное покрытие, просто там насыщает цвет, обновляет кожу. Это средство по сути дает такой какой-то незначительный блеск, при этом не создает дополнительной пленки, ничего. Он как бы впитывается потом крем и как бы не меняет вот эти свойства кожи, лицевой поверхности кожи. То есть в моем случае это просто средство для такой как бы очистки и немножко обновления кожи. Хоть это и самый простой как бы вариант ремешка, но он в принципе дает достаточно широкие возможности для экспериментов и для придания изделиям индивидуальности. Такие ремешки можно делать с ручным тиснением, можно персонализировать при желании, то есть есть вот место, и возможно в дальнейшем я буду как бы делать такие вот вещи. Разный цвет кожи. Вот здесь пробовал делать золотую беговку тоже как вариант, допустим, под какие-то определенные там часы. Тоже будет интересно смотреться. Разной ширины пряжки, то есть с обработанными торцами, не с обработанными, с разными эффектами. То есть оно изначально вроде бы просто, но потом можно все-таки какую-то нотку индивидуальности добавить такому ремешку, и он будет выглядеть оригинально. На этом все. Если останутся вопросы, задавайте их в комментариях, ставьте лайки, и спасибо за просмотр.